Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю просто роскошный, очень воздушный и в то же время устойчивый крем с халвой. Крем этот недорогой, получается посредством. Готовить его будем без сыров, без сливок и даже без добавления яиц. Но крем получится тающим буквально во рту, как мороженое с халвой. Крем готовится очень просто, из самых простых и доступных продуктов. Вот так прекрасно он рельефно держит свою форму. Крем этот можно использовать как для начинки, так и для украшения тортов, пирожных и капкейков. Итак, 500 мл молока. Я довожу практически до кипения это молоко. 50 грамм кукурузного крахмала. Добавляю к крахмалу 25 грамм сахара. Обязательно добавляю 2 грамма соли, то есть небольшую щепотку такой соли, и 8 грамм ванильного сахара. Все это хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Вливаю туда еще 100 мл холодного молока, то есть 500 мл у нас нагревается, и дополнительно еще 100 мл вливаем в сухую смесь, то есть в общей сложности для этого рецепта мы берем 600 мл молока. Когда молоко практически закипело, помешиваю в центре ковшика и вливаю туда всю крахмальную смесь уже в ковшик. И теперь при непрерывном помешивании в ковшике или в кастрюле с толстым дном доводим всю эту смесь до кипения. Когда пойдут вот так первые пузыри, то есть первые признаки кипения, провариваем еще примерно 30-40 секунд и снимаем с огня. Сразу переливаю в емкость, где заварная основа у нас будет остывать до комнатной температуры. Обязательно накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы смесь не заветривалась, и оставляем остывать. Итак, заварная основа у меня уже охладилась до комнатной температуры, и я завершаю приготовление крема. Здесь у меня 250 грамм подсолнечной халвы. Халву берите качественную, чтобы она была очень ароматная, такая натуральная халва. Процент содержания семян подсолнуха в халве должен быть от 50 до 60%. Вот это очень важно. В моем случае я использую подсолнечную халву с содержанием семян подсолнуха 56%. Сейчас я взбиваю 250 грамм размягченного сливочного масла, вот так до побеления и пышности, примерно пару минут взбиваю. Добавляю туда к маслу сейчас всю мелко нарезанную халву. Я намеренно здесь нарезаю халву, а не измельчаю ее в измельчителе, в блендере. Если будем измельчать ее в блендере, можно просто пропустить тот момент, когда она начнет выделять масло. И это будет уже губительно для крема, крем уже не получится. Халва вообще нарезается очень быстро и очень просто, поэтому лучше ее нарезать. Сейчас я буквально 20-30 секунд все это перемешала, даже не взбила, а перемешала до объединения вот эту халву и масло. И начинаю добавлять по несколько ложек заварной основы вот к этой смеси. Заварная основа ни в коем случае не должна быть холодной, она должна быть комнатной температуры. Заварная основа непривычно, практически не сладкая на вкус, но это нормально для этого крема, потому что в халве очень много сахара, иначе крем будет чрезмерно приторным, если мы еще в заварную основу добавим сахар. Итак, взбиваю сейчас все это до объединения и пышности, долго не взбиваем, просто когда разошлась у нас вот эта крахмальная основа заварная, сразу добавляем следующую порцию. Чем дольше мы будем взбивать заварную основу на основе крахмала, тем более жидким будет становиться уже вот на этом финишном этапе крем. У меня очень жарко в помещении, поэтому крем еще немножко подвижный. Вот такой пышный, роскошный крем у нас в итоге получился. Естественно, вкрапления от халвы там будут, это нормально. Крем как мороженое с халвой на вкус. Очень вкусный. Перекладываю сейчас в кондитерский мешок, чтобы показать вам здесь. Насадка у меня кондитерская, номер 336. Большая насадка. Ее очень часто используют при отсаживании зефира. И этот крем прекрасно подойдет для украшения капкейков, также для начинки тортов, пирожных и капкейков. Вот этого количества крема хватит на торт примерно 22-24 см в диаметре. Для начинки, для такого домашнего легкого украшения, чтобы вам сориентироваться. И хватит здесь для украшения большого количества капкейков, если будете вот так в один завиток украшать. Если вам нужно, допустим, 12 капкейков всего, то тогда следует всего этого крема готовить в 3 раза меньше. То есть всех ингредиентов брать в 3 раза меньше для 12 капкейков. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.